Вторая годовщина подрыва Крымского моста. Украина имеет план по полному демонтажу этого строения. В НАТО большие проблемы, а в ЕС говорят, что война может закончиться за 2 недели. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия теряет еще один корабль Балтийского флота. Как удалось повредить судно? Детали спецоперации. Украина добивается уничтожения Крымского моста как дипломатическим, так и военным путем. Какова судьба символа Путина? Обсудим результаты опроса и военную стратегию Киева. Дальнейшие действия украинской стороны, они прогнозируемы. Лукашенко метил в кресло президента России. Куда привели Беларусь мечты самопровозглашенного? Это был его предел мечтаний. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Россия потеряла еще один свой корабль, на этот раз в Балтийском море. О том, что судно выведено из строя, пусть и на время, сообщает украинская разведка. В официальном заявлении, к которому прикреплено еще и видео с тральщика Балтийского флота РФ под названием Александр Обухов, говорится, что корабль захлебнулся. Он базировался в городе Балтийск, должен был выходить на боевое дежурство, однако тяжелые повреждения из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю и попадания туда воды нарушила планы россиян, уточняют в украинской разведке. Теперь российский тральщик встал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой. Поврежденный двигатель М503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложен и дорогостоящий. Крымский мост должен быть демонтирован, и демонтировать его должна Россия для того, чтобы восстановить свободное судоходство в регионе. Такого решения добивается Украина в суде в Гааге, где сейчас открылись слушания по иску Киева против РФ в сфері морського права. Ми сподіваємося, що трибунал почує Україну і знову ж таки в вимозі щодо знесення так званого Керченського мосту все абсолютно логічно, тому що це та перепона свободи судноплавства, яка триває, так, і коли українські порти Маріуполя і Бердянська знову піднімуть український прапор, то цей міст надалі також він буде шкодити і порушувати свободу судноплавства. Тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства в цих акваторіях просто не існує. Ровно 2 года назад, 8 октября, Украина попыталась военным способом немного демонтировать Крымский мост. Тогда удалось уничтожить несколько пролетов автомобильной части моста, горела и ЖД-часть. Напомню, что подрыв был организован при помощи грузового автомобиля со взрывчаткой. И это была лишь первая попытка. После было еще несколько и очень успешных атак. Военные аналитики неоднократно открыто говорили, что Украина имеет план по уничтожению моста и рано или поздно его реализует. В интервью «Нехта» военный эксперт Дмитрий Снегирев говорит, что сейчас россияне не просто так пытаются всячески защитить это строение в Керченском проливе. Россияне прекрасно понимают, что Крымский мост – это не только военная и логистическая составляющая, но и, соответственно, идеологическая, политическая составляющая российского присутствия на территории оккупированного украинского Крыма. Дальнейшие действия украинской стороны, они прогнозируемы. Прогнозируемы хотя бы исходя из того, что Крым логистически уязвим. И, соответственно, ликвидация чонгарских мостов и плюс Крымского моста фактически поставит серьезные проблемы перед российской стороной в моменте обеспечения и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Крыма, ну и, соответственно, функционирования гражданской инфраструктуры, оккупационных администраций. Поэтому я думаю, вопрос с Крымским мостом, он остается открытым и в приоритете деятельности украинского разведсообщества. О судьбе Крымского моста мы спросили и наших подписчиков в Telegram, предложив такие варианты. Мост будет уничтожен, незаконно построен. Второй – останется таким, как есть. Третий вариант – будет серьезно поврежден, движение на нем станет невозможным. Остатки моста станут памятником российского империализма. И последний –
Крымский мост соединит украинский Крым с украинской Кубанью. Отметим, что изначально лидировал первый вариант о том, что мост будет уничтожен. После же мы наблюдали подозрительную активность, которая вывела второй вариант в лидеры. Больше 40% посчитало, что мост останется. А что думаете вы? Ждем и ваши ответы в наших комментариях. Лукашенко хотел стать президентом России, и для этого в 90-е он делал конкретные шаги. Именно поэтому Беларусь оказалась в том положении, в котором сейчас и находится. Об этом в интервью для нового фильма «Нехта» рассказал политик, глава Народного антикризисного управления, а в прошлом и бывший посол Беларуси в Польше Павел Латушко. Лукашенко нашел самый простой способ пойти в сторону России. Это мотивировалось личным интересом. С одной стороны, он мечтал сесть в Кремле. Это был его предел мечтаний. С другой стороны, европейская свобода, демократия – это риск для него, для его единоличной власти. Поэтому он не мог пойти в европейском направлении, потому что ему нужно было бы создать систему сменяемости власти, соблюдения прав человека, критики, свободы слова. Напомню, что на нашем другом канале в YouTube под названием «Нехта» вышел фильм о том, как две страны, Польша и Беларусь, имея общую границу и практически одинаковую стартовую позицию несколько десятков лет назад, теперь кардинально отличаются практически во всех сферах. Как самопровозглашенный тормозит развитие республики и чего на самом деле хотят белорусы. О временной и временной линии между Польшей и Беларусью смотрите только на «Нехта». Ссылка на фильм также есть в описании под этим видео. Переговоры между Украиной и Россией должны пройти на условиях, которые будут благоприятны именно для Украины. Так считает высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также сказал, что Путину достаточно 2 недель, чтобы достичь своих целей в Украине, но при одном условии. Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, в том числе сами украинцы. Но важно то, как это произойдет. Если мы прекратим поддержку Украины, война закончится за 2 недели, и Путин добьется своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев? И для нашей безопасности, как европейцев? Нам нужно сделать все возможное, чтобы переговоры прошли на условиях благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины. Строительство АЭС – топ-тема в Казахстане. ЦИК страны утверждает, что по результатам референдума, на котором и был вынесен вопрос со строительства атомной электростанции, большая часть населения поддержала эту идею. Заявление было сделано накануне, в день рождения Путина, и в этом есть тоже определенная цель. По сути, это подарок Путину от президента Токаева, утверждали активисты, которые выступали против реализации проекта. Во-первых, станцию планируют построить на территории уникального природного заповедника на берегу озера Балхаш. А во-вторых, по данным оппозиционеров, строить атомную станцию будет именно Россия, которая, вероятно, получит за это около 12 миллиардов долларов. Эти деньги в том числе могут быть направлены на поддержание военной машины Кремля. Как ранее рассказывала в эксклюзивном комментарии «Нехта» руководительница казахстанского оппозиционного медиа «Бассе» Наталья Садыкова, референдум – это не более чем постановочное шоу, а решение о строительстве уже давно принято на самом высоком уровне. Отмечу, что Токаев публично поддерживал строительство АЭС, говорил, что это необходимо для развития Казахстана. В Министерстве энергетики Казахстана акцентировали внимание, что новая АЭС должна спасти страну от дефицита электроэнергии. Кроме того, официальные власти отрицают, что строительством электростанции будет заниматься Россия. Ответственность за возведение АЭС возложена на компанию «Казахстанские атомные электрические станции», сообщает BBC. В Литве стартовали масштабные военные учения НАТО недалеко от границы с Белоруссией. Местом проведения 10-дневных учений под названием «Железный волк-2024» выбран полигон всего в 10 километрах от белорусской границы. Военные Литвы вместе со своими коллегами из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов и Германии планируют отрабатывать планирование и проведение наступательных и оборонительных операций днем и ночью, а также взаимодействие между подразделениями, говорится в официальном сообщении. Всего же будет задействовано более 3000 военных и 700 единиц техники. Отмечу, что это стандартные учения, которые проводятся ежегодно весной и осенью с целью оценить боеготовность батальонов, которые входят в состав пехотной бригады «Железный волк». Кстати, граждан ряда районов Литвы предупредили о передвижении по дорогам военной техники.
НАТО необходимо создать еще 49 новых боевых бригад. Это половина армии США или армия Германии, умноженная на 4. О проблемах и минимальных требованиях Североатлантического альянса пишет Die Welt. Авторы издания ссылаются на документ, который получила редакция, в котором и говорится о том, чего не хватает блоку. Например, количество бригад с 82 надо увеличить до 131, сформировать новые дивизии, их должно быть 38 вместо 24. Кроме того, упоминается и усиление ПВО. С 293 наземных подразделений противовоздушной обороны количество должно возрасти до практически 1500. Издание Defense Express пишет, что это огромная задача, масштаб которой прямо показывает, как вопрос коллективной безопасности НАТО превратился в коллективную безответственность. Так ли все плохо в НАТО, как пишет Die Welt, и почему эта информация оказалась в руках редакции? Эти вопросы мы также обсудили с политологом и военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Ну, давайте говорить о том, что если дается на общее обозрение подобный характер, скажем так, материально-технического состояния армии стран НАТО, то следует говорить, я не исключаю, что это так называемый контролируемый вброс информации, причем, соответственно, спецслужбами стран НАТО. Обыватели, политические элиты смотрят и понимают, вопрос вооруженного вторжения Российской Федерации, он открытый, правильно? Он на повестке дня. Второй вопрос – готовность, соответственно, стран НАТО противостоять возможному российскому вторжению. И, соответственно, третий вопрос, априори, который поднимается в данной статье, это увеличение финансирования и ВПК, и, соответственно, самого характера перевооружения стран НАТО. Вот основной вопрос. Увеличение финансирования, ассигнований хотя бы до уровня 2%. Это в первую очередь информационное давление как на избирателей, так и, соответственно, политические элиты. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора, и вы всегда можете поддержать нас лайком, комментарием или репостом, а также донатом. Наша команда продолжает следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию Кнехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.